Всем привет, ребят! С вами Абдул Декстер Гасанов. Я профессиональный игрок в CSGO. Я решил открыть свой YouTube-канал для того, чтобы показать вам, как выглядит закулисье киберспорта, по крайней мере, нашей сцены. Как выглядят командные тимтолки. Там, где это будет возможно, я постараюсь рассказать вам о том, как работает наша сфера, чем мы занимаемся, чем занимаюсь я лично. Большинство молодых ребят даже не понимают, в какую сферу они идут. Многие думают о том, что, приходя в киберспорт, ты будешь просто сидеть дома, играть в игры и будешь зарабатывать кучу денег. Это совершенно не так работает. И мне кажется, что для многих молодых ребят сейчас будет очень интересно посмотреть мои ролики и узнать, как это работает. Я, в свою очередь, очень горел желанием открыть YouTube-канал давно. Эта идея родилась во мне в раннем возрасте, лет, наверное, в 14, когда я еще даже не был киберспортсменом. Я понимал, что это очень круто видеть, как работает сцена, смотря YouTube-ролики того же Дани Зевса, отсматривая все тимтолки, все разговоры с организаторами турниров, смотря на то, как игроков готовят к матчам. И я считаю, что я уже созрел для того, чтобы открыть свой YouTube-канал и сейчас на нем рассказывать вам, что и как правильно делать относительно моего опыта. Я пробовал очень большое количество тренировок, я пробовал разные виды отдыха. Я с полной осознанностью подходил к тому, как я играю, как я тренируюсь и как я отдыхаю. На этом канале я планирую выпускать влоги, тренировки, гайды, все, что может быть интересно для вас, особенно если я буду видеть какие-либо запросы с вашей стороны. Если мне покажется это интересным, я обязательно постараюсь вам об этом рассказать. Помимо мира киберспорта, я также буду рассказывать и о своей личной жизни, о том, как проходят мои дни, как я тренируюсь. Если у меня будут какие-то матчи из дома, я, возможно, буду пилить видосики и делиться с вами тем, как я готовлюсь к матчам не только на LAN-турнирах, но еще и находясь у себя в квартире. Если ты хочешь узнать, каково это быть проигроком, каково это путешествовать на турниры, каково это работать с командой и отсутствовать дома долгое количество времени, ты можешь подписаться на мой канал, где я расскажу тебе не только о том, как это выглядит, но и о том, как это чувствуется. На это дело надо было брать дробовики. Значит, их там может быть и 5. Возможно. Да, надо было брать дробовики. Абдул, ты скоро улетаешь на 2 LAN-турнира, и у тебя скоро стартует квалификация на мейджор. Какие у тебя ожидания? Самым главным для нас турниром будет сейчас квалификация на мейджор, точнее на RMR турнир. Открытые квалификации вроде стартуют 15 числа. Мы должны начинать с открытых квалификаций с командой УГ. После мы играем Blast в Копенгагене. Это супер крутой турнир, я очень хочу и очень хотел на нем поиграть. Наверное, пройдусь с того, о чем у меня есть информация. Я вижу, что у нас первый матч с Vitality, а снизу у нас в сетке NiP и Astralis. Матч против Vitality. Насколько я знаю, они сейчас либо заменили, либо пытаются заменить Мисуту. Это значит, что у них не все в порядке в данный момент в коллективе. Но в любом случае, это очень сильная команда, где есть победители 3- или 4-кратные победители мейджора. Так что я думаю, что матч не будет для нас легким. В первую очередь нам нужно будет после квалификации заняться тем, чтобы подготовиться к этой команде. В нашей сетке находится, помимо нас, с Vitality, NiP и Astralis. В принципе, я считаю, что все эти команды, они проходимы, их можно победить. Здесь нет каких-нибудь фейзов или Нави, хотя с теми же Нави мы уже играли и выигрывали, и были близкие матчи, несмотря на то, что я был стендином. Я думаю, самое важное здесь при подготовке к Бласту будет подготовиться к нашим соперникам, и с учетом того, что времени на то, чтобы выстроить структуру полноценную, такую же, которую выстраивают другие команды, у нас не так много. В первую очередь нужно просто будет понимать, как работать и как побеждать над этими командами. Мы уже это делали. Главное это не забыть, и главное не накручивать сейчас себя на тему того, что у нас не так много времени осталось для всего этого. Касаемо квалификации к мейджору. Я уже не впервые прохожу с открытых квалификаций. Как вы видели, совсем недавно я уже был в полуфинале мейджора, начиная с открытых квалификаций, где мы с кровью и потом вырвали для себя слот на RMR турнир, и там со счета 1-2 прошли до полуфинала мейджора. Я думаю, не будет никаких сложностей, особенно с учетом того, что сейчас, в отличие от предыдущих квалификаций, большинство более сильных команд уже либо приглашены, либо не знаю, что они делают, если честно.
Мы пока не тренировались с моей новой командой, так что весь опыт, который у нас есть, это игры на Бласте и праки 2 дня перед тем, как мы начали играть, собственно, сам турнир. Здесь сейчас первоочередно, что нам нужно сделать для того, чтобы хорошо выступать на последующих турнирах, ведь у нас будет на самом деле долгая поездка, мы почти месяц будем находиться не дома и будем играть сначала онлайн-турниры, потом лан-турниры. Для того, чтобы хорошо выступить, нужно будет просто понять и найти тот самый момент, ту самую синергию, скорее, которая у нас была на Бласте в Лиссабоне. После Бласта у нас идет ESL Challenger Мельбурн. Я посмотрел этот турнир просто потому, что я не слышал о нем до этого. Как я вижу, мы находимся в этом турнире лучшей командой по рейтингу. Я вижу здесь команды, которые могут предоставить нам теоретические проблемы, но я сомневаюсь в том, что если мы хорошо выступим на предыдущих турнирах, если мы получим опыт и сможем его проанализировать, у нас будут какие-то проблемы на этом турнире. Честно говоря, я не стану врать и скажу свои предположения. Я точно рассчитываю, что мы выиграем этот турнир. Не буду врать касаемо Бласта, но бывает всякое. Там есть более опытные команды, есть ростеры, которые работают вместе уже несколько лет. Для меня будет как минимум хорошей планкой это дойти до полуфинала. Если мы доберемся до полуфинала, то я уже буду уверен в том, что мы можем выиграть этот турнир. Я не строю каких-то завышенных ожиданий по той причине, что я понимаю, что игра с Тендыном — это игра с Тендыном. Вы здесь приходите, вы понимаете, что вам не над чем работать, вы должны просто попытаться вместе выиграть турнир или достигнуть максимально возможных результатов. А сейчас, когда я уже нахожусь в команде, я понимаю, над чем нам стоит работать, как нужно развиваться для того, чтобы побеждать эти команды на протяжении долгого времени. Не единоразовые результаты, а дистанция. Это супер важно в нашей сфере, потому что, да, я выиграл 1 раз Нави, но нужно побеждать их 9 раз из 10 как минимум. И желательно делать это на очень важных турнирах. Это куда более важный результат, чем единоразовая победа над любой топ-командой. Поэтому в первую очередь я надеюсь, что мы сможем поработать над этим, сможем поработать над вопросами коммуникации, чтобы мы намного проще понимали друг друга. Сыграем этот турнир с кайфом и драйвом, который бывает всегда, когда заходишь и видишь зрителей. Вообще, на самом деле, самое клевое, что можно сейчас сказать, это то, что я наконец-то вижу зрителей. Как я уже когда-то говорил вам, это одна из главных целей, которая преследуется мною в киберспорте. Видеть зрителей, видеть фанатов по всему миру и играть перед ними, показывать свой уровень Counter-Strike, видеть ваши эмоции, видеть эти крики, видеть, как фанаты каждый раз, когда видят кого-то, за кого они очень сильно болеют, хлопают ему, скандируют его имя или никнейм. Сейчас же я буду участвовать на 2 лан-турнирах уже точно, и я очень рад этому факту. Я надеюсь, что в Мельбурне тоже будут зрители, тоже будут фанаты, и я также смогу насладиться в полной мере ощущением того, что есть фанаты этой игры, они по всему миру, они болеют, они хотят зрелища, они хотят видеть, как ты выступаешь, и они рады приветствовать тебя у себя в городе, у себя в стране. Ну что, ребят, вы услышали мои ожидания от нашего выступления на Бласте. Теперь же я хотел бы услышать ваши. Пишите в комментариях, чего вы ждете от выступления нашей команды. Тот, кто окажется ближе всех, получит от меня скин АВП Азимов. Так что задавайте свои вопросы в комментариях снизу под видосом, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал. Самые интересные вопросы я обязательно рассмотрю в своих следующих видео, а также в описании к видео вы можете найти ссылки на другие мои социальные сети, где вы можете следить за новостями обо мне. Пока!